Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, усаживайтесь поудобнее. Обязательно подписывайтесь на наш канал, нажимайте кнопку «Поделиться», ставьте лайки. По хорошей традиции пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. В наших видео всегда есть много интересного и полезного. Все, что вы можете применить в своей счастливой и плодотворной жизни. Тема сегодняшнего видео «Как дневник благодарности меняет вашу жизнь». И мы о этой теме поговорим сквозь призму колеса жизненного баланса. Колесо жизненного баланса Long Swim уже более года собирает своих поклонников, собирает своих приверженцев. 3 преимущества колеса жизненного баланса – это вы имеете возможность видеть всю жизнь целиком в комплексе. По 8 сферам колеса жизненного баланса вы всегда имеете возможность поставить 2 или 3 и более целей на год. Достижение этих целей дает вам возможность приобрести драгоценный жизненный опыт. Еще это означает, что вы можете приобрести в каждой сфере при достижении своих целей новых единомышленников, и вы, плавно набрав этого опыта, можете стать наставником и сделать еще жизнь ближайших друзей и единомышленников более насыщенной, более интересной. Философия колеса жизненного баланса – это стремление к профессиональному и личному долголетию. Это второе основное преимущество. И когда вы понимаете, что вы будете жить долго, счастливо в физическом плане, в личной жизни и в профессиональной деятельности, у вас будет больше рождаться новых целей. Цели будут становиться все сложнее, грандиознее, амбициознее. Они будут касаться не только желания сделать жизнь своего ближайшего окружения счастливее, но и вы можете найти единомышленников далеко за пределами вашей страны. Ваши идеи будут кого-то привлекать. Обязательно пишите в комментариях о своей истории успеха. А сейчас мы плавно переходим к тому, что раскрываем тему «Как дневник благодарности меняет вашу жизнь». В колесе жизненного баланса Long Swim все изменения начинаются со сферы яркость жизни. И в сфере яркой жизни вам важно найти баланс между работой и отдыхом. И в этой сфере очень важно благодарить себя за те усилия, которые вы делаете, когда пытаетесь достичь своей цели. Обязательно в течение недели вам нужно отметить, за что вы готовы благодарить себя. Благодарность всегда начинается с благодарности себя. Немного звучит непривычно для тех, кто готов слышать слова благодарности от окружающих, но тем не менее вы попробуйте 1 раз в неделю, в конце недели благодарить себя за те успехи, которые вы смогли сделать на этой неделе. Постарайтесь найти слова благодарности для тех людей, которые вам реально помогают в реализации ваших планов. И обязательно вслух поблагодарите тех людей, желательно в их присутствии, за то, что люди оказали вам посильную поддержку, когда вы получили от них эмоциональную поддержку, любую другую поддержку, которая вас окрылила, вдохновила. Вот вы почувствовали силу благодарности. Не стесняйтесь людей благодарить. Это все вам вернется в виде уверенности в себе и в виде новых знакомых, новых единомышленников, которые вдохновились вашей идеей и решили вам помочь. Третье преимущество колеса жизненного баланса Long Swim – мы не ограничиваем инструментарии, которые вы можете применять для достижения своих целей. Мы, наоборот, вас настойчиво просим о тех инструментариях, которые вам помогли сделать вашу мечту реальностью, сделать вашу жизнь счастливее. Обязательно написать в комментариях под этим видео. Обязательно пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. Задача, когда вы переслали это видео друзьям и знакомым, обсудить эту тему с друзьями и знакомыми. Я поднимаю некоторые вопросы, делюсь своими рекомендациями, жду от вас комментариев. И небольшие по продолжительности видео, 15-20 минут, они дают вам возможность углубиться в этот вопрос. А еще я очень желаю, чтобы вы помогали нам развивать канал и присылали
инструменты вам реально помогли в вашей жизни, какие книги вас вдохновили на какие-то грандиозные дела. Ну и озвучивайте те грандиозные дела, которые вы сделали за прошедшее время. Это будет мотивацией для нас, для многих других, для того, чтобы повторять эти дела. В двух словах расскажу о дневниках. Дневники, планеры, еженедельники нужны нам для того, чтобы мы больше держали в фокусе те цели, которые мы поставили на год. Это наши долгосрочные достижения, которые мы можем планировать. Я очень рекомендую эти цели планировать на более длительный срок. Краткосрочные достижения – это те цели, которые вы можете достичь в ближайшие первый месяц, второй или третий месяц. Очень многие спрашивали, сколько по времени длятся краткосрочные цели. Для кого-то это может быть 1 месяц, для кого-то 2 месяца, 3 месяца. Это все можно считать краткосрочными целями. Рутина, еще одно определение в колесе жизненного баланса Long Swim – это все, что мы делаем по дому, по нашему быту, то, что повторяется достаточно часто. И если вы в рутине находите какую-то рационализацию, то есть можете заниматься несколькими делами, пожалуйста, поделитесь, как у вас это получается. Вообще это интересно, нужно. Давайте в комментариях разовьем дискуссию по этому вопросу. По каждой сфере мы сейчас рассмотрим, что такое благодарность, как она выглядит, какими словами можно сказать, кого конкретно за что благодарить и стоит ли дневник благодарности ввести в каждой сфере. Для тех, кто практикует колесо жизненного баланса первый раз или практикует колесо жизненного баланса первый год, дневник благодарности – наиболее сложное упражнение. На это есть очень веские причины. Одна из таких причин заключается в том, что навык благодарности нужно в себе развивать. Он не развивается быстро, на раз-два. Навык благодарности – это очень медленное явление. Вы, когда попробуете попрактиковать благодарность, можете начать с небольших карточек. Берете лист бумаги, желательно картонный, на нем пишите благодарность, складываете в какую-то коробочку. Таким образом вы уже сформулировали слова благодарности в виде 1-2 предложений. Со временем вы заметите, что слова благодарности становятся больше. Это больше предложений, они более конкретные, более развернутые. И таким образом у вас формируется письменный навык благодарности. И следующий шаг в благодарности – это умение говорить благодарность тем людям, которые вам помогли, которые дали вам какой-то инсайт. Это может быть выглядеть в виде какой-то похвалы. Это может быть выглядеть как большое развернутое спасибо. У каждого может быть свой опыт. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как вам удается делать практику благодарности. Это похвала или это такая развернутое искреннее пожелание человеку добра. Как вы считаете, пожалуйста, делитесь под этим видео. Я сейчас пройдусь по каждой сфере и примерно дам вам примеры того, как может выглядеть благодарность. Итак, переходим к первой сфере нашего колеса жизненного баланса. Это сфера яркость жизни. Вы себя можете поблагодарить за то, что вы уже пришли к осознанному балансу между работать и отдыхать. Вы умеете восстанавливаться, вы умеете рационально тратить свои силы. За это вы можете себя поблагодарить. Когда вы посмотрите дневник и сколько дел вы запланировали и сколько сделали, вы заметите, что через месяц, через 2 у вас уже планирование такое уверенное, хорошее. Вы можете от некоторых планов, которые вам предлагают, отказаться или, наоборот, согласиться. Если у вас есть суббота-воскресенье, мы всегда рекомендуем суббота-воскресенье, ничего не планировать из каких-то планов для того, чтобы, присоединиться к какому-то совместному отдыху, и, если у вас неделя выдалась какой-то напряженной, насыщенной, и вам необходимо побыть одному или одной, это дает вам возможность спокойно субботу-воскресенье посвятить какому-то одному любимому делу. Это может быть хобби, это может быть просто полноценный отдых, и
можете честно поблагодарить себя за такое грамотное планирование. Я сейчас еще раз вернусь к состояниям. Состояние в колесе жизненного баланса Long Swim 3 основных состояния. Большинство людей у нас находится в состоянии 0,4. Это состояние, когда мы переполнены эмоциями. Это немного детская позиция. Это позиция, в которой мы не считаем нужными принимать решения. Решения очень многие принимаются под воздействием внешних факторов, под воздействием своего ближайшего окружения. В этом нет ничего грандиозно плохого. Иногда окружающие подсказывают какие-то очень хорошие советы, но по мере того, как вы взрослеете, набираетесь опыта, вы постепенно переходите из состояния 4-8, когда вы больше сосредоточены на каких-то своих конкретных планах, вы умеете уже фокусироваться, ставить приоритеты. И вот здесь, когда вы переходите из состояния 0,4 в состояние 4-8, вам нужно искренне благодарить себя за то, что вы были настойчивы к своей цели, вы приобрели какие-то практические навыки, вы теорию превратили в свой личный опыт, и это все будет вам помогать свои цели увеличивать, количество целей. Вы многие цели будете делать с единомышленниками, и вы постепенно отойдете от принципа «я сам» или «я сама». Состоянию 0,4 больше всего соответствует принцип «я сам все сделаю», «я сама все сделаю». При маленьком количестве целей это вполне закономерно, но когда вы себе ставите 8-10 целей в одной сфере, выполнить их самостоятельно, без привлечения других людей, весьма проблематично. Вы себя измотаете и попробуете на себе все прелести эмоционального и физического, а также профессионального выгорания. Следующее состояние, самое интересное, самое главное, это состояние 8-10. Вы многие цели достигаете с помощью окружающих, вы умеете их четко формулировать, вы умеете спланировать взаимодействие между другими людьми и не тратите на достижение своих целей значительные свои физические и эмоциональные усилия. Поэтому в состоянии 8-10 вам очень важно благодарить себя за то, что вы могли вовлечь в реализацию своих целей людей, которые разделяют с вами жизненные принципы, и благодарить людей за их усилия, даже если они не достигают своей цели, а также вдвойне благодарить людей, если они смогли приложить свои усилия таким образом, что ваша цель достигнута досрочно и с меньшими усилиями. Переходим к следующей сфере. Это сфера духовный рост и творчество. В этой сфере очень большая работа идет над вашими жизненными принципами. Здесь очень важно погрузиться в чтение, очень важно в сфере личностный рост уделять достаточное внимание. В сфере духовный рост и творчество вы запасаетесь той энергетикой, которая не позволяет вам свалиться в эмоциональное выгорание. И один из инструментов борьбы или предотвращения эмоционального выгорания – это дневник благодарности. Самое главное в дневнике благодарности в сфере духовный рост и творчество – это выделять необходимое время для того, чтобы вы занимались любимым делом, любимым хобби. И это хобби позволяет вам немножко выдохнуть, сосредоточиться на тех вещах, которые у вас хорошо получаются, и не сильно горевать или тосковать, унывать, кому как нравится большое слово, над теми вещами, которые у вас реально не получаются. Не все у вас будет получаться с первой попытки, не все ваши проекты и ваши цели будут достигнуты в поставленный срок. По мере того, как у вас будет больше опыта, вы уже начинаете цели достигать там не с пятой попытки, а с первой, со второй попытки. Следующая сфера, в которой очень важна благодарность и сама практика благодарности, это сфера карьера и бизнес. В этой сфере вы реализуете себя как специалист, и вам нужно для себя в дневнике отмечать, что вы людей равномерно хвалите и
высказываете ему то, что вам не очень нравится. Но по общепринятому опыту люди больше воспринимают практику благодарности, чем критику и замечания. Всегда человека нужно похвалить за то, что он действительно заслуживает, сделать ему замечание, в чем он не сильно силен, и предложить какую-то свою помощь. Это вот 3 основных кита колеса жизненного баланса. То есть вы благодарите человека за то, что он приложил какие-то усилия или что-то сделал очень хорошо, предлагаете свою помощь. Это практика наставничества. И самое главное, вы с человеком сохраняете вот ту правильную, доброжелательную коммуникацию, которую все любят и обожают. Следующая сфера, в которой благодарность очень-очень важный элемент, это сфера деньги. В сфере деньги у нас основная миссия сохранить и приумножить, поэтому будьте готовы к тому, что из 10 проектов в сфере деньги у вас 2 будет получаться, как вы хотели, остальные 8 проектов будут приносить вам жизненный опыт. Этот опыт, к сожалению, нельзя вот как-то передать. Это особенности вашего расположения, где вы находитесь, потому что в одном городе проект приумножения денег принесет бешеный успех, в другом городе вы столкнетесь с тем, что не готовы этот проект воспринимать как очень хорошо, очень классно. Такое бывает. Не расстраивайтесь по этому поводу. Будет и в вашей жизни праздник. Поблагодарите себя за то, что вы взяли на себя риски продолжать масштабировать проект. В любом случае у вас появился новый жизненный опыт, и этот жизненный опыт пригодится вам для более грандиозных проектов. Плавно переходим к следующей сфере: личностный рост. Как здесь дневник благодарности помогает вам хорошо получать теоретические знания. Вы будете проходить профессиональное, личное обучение. Обязательно после обучения напишите отзыв для организаторов мероприятия, для тренера, преподавателя, который проводил это обучение. Честно расскажите, что вам понравилось. Напишите те темы, по которым вы хотите получить дополнительную информацию. Это поможет преподавателю следующий урок, занятие построить таким образом, чтобы вы получили ответы на те вопросы, которые вы хотели задать. Если вы будете практиковать практику наставничества, сами преподавать, вы можете поблагодарить тех учеников, слушателей, которые сделали вам полезные, замечательные пожелания, какие-то рекомендации. То есть, если вы слушатель, практика благодарности всегда сказать, чего вам не хватает. Если вы преподаватель, для учеников ваше пожелание благодарности всегда будет выражаться в том, что люди нашли время, чтобы послушать ваш жизненный опыт, ваши пожелания. Это всегда будет для кого-то дополнительной мотивацией вашу теорию претворять в жизнь. Следующая сфера, в которой благодарность очень редко присутствует, но я искренне желаю, чтобы вы тем людям, которые заботятся о вашем здоровье, вашим родным и близким, а также врачам, искренне дарили благодарность с улыбкой. Почему? Потому что забота о вашем здоровье – это такая нежная вещь. Мы, к сожалению, очень мало уделяем внимания, времени своему здоровью, считая, что здоровье – это какой-то бесконечный ресурс, который можно легко использовать. В колесе жизненного баланса Long Swim мы рекомендуем своему здоровью уделять достаточное количество времени, понимать, что сфера здоровья и спорт, она основную миссию задает нам в том, что мы не впадаем в состояние физического выгорания, и это очень важно. Почему? Потому что физическое выгорание, оно гораздо сложнее восстанавливается, чем эмоциональное выгорание, в том плане, что мы еще не до конца понимаем ресурсы своего физического тела, поэтому практика благодарности всегда направлена на тех тренировок, которые дают нам возможность наш организм подготовить к нашим
физическим нагрузкам, которые мы планируем. Обязательно, если вы участвовали в соревнованиях, найдите возможность поблагодарить себя за то, что решились на такой героический поступок. Он дарит вам огромное количество положительных эмоций, которые очень долго вас мотивируют, вдохновляют в других сферах колеса жизненного баланса. Практика благодарности может выглядеть так, что вы благодарите болельщиков, родных и близких за ту поддержку, которую они вам оказывали, то есть болели за вас, тренерам за то, что они подготовили вас, ну и соперникам за то, что дали возможность создать вот эту конкурентоспособную среду, которая мотивирует вас на более высокие достижения. Следующая сфера очень эмоционально наполненная, и там, где больше эмоций, там больше нужно внимание уделять благодарности. Это сфера друзья и окружение. И дневник благодарности для вас будет применим на первом этапе сначала каким-то знаковым событиям, а знаковые события – день рождения, юбилеи, профессиональные праздники, какие-то общемировые праздники, допустим, Новый год. В этот момент, в эту дату очень легко человеку, кроме поздравления, сказать искренние слова благодарности, за что вы этого человека цените, за что вы считаете его уникальным. И эти слова благодарности будут воодушевлять ваше ближайшее окружение на ответные действия. То есть вы, надеюсь, свой день рождения, свои какие-то знаменательные даты услышите от людей слова благодарности. И эти слова благодарности дают вам возможность поработать над своим личностным ростом. Следующая сфера, где мы немного забываем о благодарности, это сфера отношений и семья. Особенно для тех людей, кто в отношениях и в семье состоят более 5-10 лет, для того, чтобы освежить ваши ощущения, эмоциональную сферу, рекомендую вам один раз в месяц делать день благодарности. В этом ничего такого нету. Это какая-то минималистическая торжественная обстановка. Это повод человека поблагодарить за то, что этот месяц прошел в состоянии искренней взаимопомощи. Это понимание того, что этот человек ваш близкий, любимый мужчина, любимая женщина, посвятили месяц, чтобы побыть вместе с вами рядом. Надеюсь, вы успели сделать что-то совместное, чтобы у вас были общие какие-то действия, достижения каких-то целей, а не только положительные или отрицательные эмоции. Итак, кратко подводим итоги видео. Практика благодарности позволяет вам благодарность практиковать в письменном виде, не озвучивая это кому-то. Практика благодарности в идеальном случае – это искреннее выражение благодарности человеку в любом формате, когда вы человека видите рядом, когда вы с человеком находитесь на какой-то дистанции, это может быть видеосвязь, это может быть сообщение, это может быть телефонный звонок. На благодарность не нужно тратить много времени, это занимает минимальное количество времени, 30 минут, 10 минут, 5 минут. Самая главная цель благодарности – сказать человеку большое спасибо и мотивировать его на то, чтобы он в этой жизни делал большое количество правильных поступков. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Обязательно пересылайте это видео через кнопку «Поделиться». Всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится. Я в вас верю.